Здравствуйте! Если вы смотрите мой канал, наверное, вы изучаете русский как иностранный. И поэтому, скорее всего, вы смотрите и другие каналы на русском языке, которые ведут преподаватели, как и я, или просто носители языка. Однако на YouTube есть много каналов на русском языке, которые ведут иностранцы, такие же студенты, как и вы. Надо сказать, что основная аудитория, основные зрители таких каналов — это русскоговорящие, носители языка. А вот мне интересно, стоит ли вам смотреть такие видео? Как вы думаете? Вот у меня еще нет ответа, и я попробую найти ответ сегодня по ходу этого видео. Для этого мы вместе с вами посмотрим 3 видео с 3 разных каналов. И мы вместе решим, стоит ли вам, иностранцам, студентам, смотреть такие каналы. Сразу скажу, что я не собираюсь сейчас как-то критиковать акцент или исправлять ошибки в таких видео. Для этого, кстати, совершенно не нужно быть преподавателем, это может сделать практически любой носитель языка. Нет, я хочу отреагировать именно на содержание видеороликов, потому что, как я сказала, эти каналы популярны среди русскоговорящих, среди носителей языка, потому что это необычно, удивительно. Но меня в этом плане труднее удивить, потому что я работаю с иностранцами, и я слышу такую речь каждый день. В общем, давайте посмотрим, смогут ли меня удивить наши ютуберы. И я выбрала сегодня 3 канала. Первый канал я знаю хорошо и давно. Это канал «Когда ты, Нурия». Нурия из Барселоны. Она носитель испанского языка. И, насколько я знаю, Нурия училась в МГУ, и она говорит на русском довольно свободно, без проблем. И вообще она очень милая, приятная девушка, ее очень приятно слушать. Но сегодня мы посмотрим видео, какое-нибудь недавнее видео, которое я еще не смотрела, и выберем что-нибудь о русском языке. Так. 28 недоступных русских глаголов. Давайте попробуем это. Привет, друзья! Меня зовут Нурия, я из Барселоны, и это мое домашнее знание по русскому языку. Добро пожаловать ко мне на мой канал. Итак, пришел день, я очень долго избегала этого момента, но больше не могу тянуть время, пора преодолеть свои страхи. Так что, наконец-то, сегодня на моем канале буду говорить про глаголы движения. Да, мне тоже страшно. Я бы сказала, что глаголы движения — это одна из 3 таких страшных тем вместе с видом глагола и родительным множественного. Интересно, что Нурия сделала такое вступление, да, что ей страшно начать говорить об этой теме. Вот и вы, как студенты, наверное, этого не знаете, но на самом деле преподаватели чувствуют себя именно так перед тем, как начать объяснять глаголы движения. Когда мы первый раз готовимся к уроку по глаголам движения, мы тоже очень так настраиваемся и думаем: все, сегодня мы изменим жизнь наших студентов навсегда. Поэтому мы тоже боимся немного этой темы, немного волнуемся перед ней, потому что от того, как пройдет первый урок по глаголам движения, очень-очень многое зависит. Да, так что страдаете не только вы. Мы тоже беспокоимся, тоже переживаем. Так, ну что, посмотрим дальше. Когда на уроке русского языка представляют иностранцам глаголы движения, преподаватели не делают это потихоньку, как, например, с падежами. С падежами все идет очень постепенно. Сначала винительный падеж, потом дательный падеж и так далее, и так далее, и так далее. С глаголами движения тебя кидают в
в открытое море. Аля, и как будто изучать глаголы и движения, это как пластырь на руке болит меньше, если сорвать быстро. Так что однажды ты идешь на урок такая спокойная, думаешь, что сегодня будет еще один необыкновенный русский день, и Галина Васильевна дает тебе этот листочек с, подожди-ка, я считаю, 28 разных глаголов. И такая довольно говорит: сегодня будем изучать глаголы движения. И ты давай. Так, ну, как я уже сказала, Нурия училась в университете. И поэтому 28 русских глаголов, 28 глаголов движения за раз, это возможно только в университете, на университетской программе. Если мы говорим о курсах общего русского, мы никогда так не делаем, потому что студенты просто уйдут и не вернутся никогда на урок, мне кажется. Да, ну вот и Нурия в видео держит копию из книги «Дорога в Россию». Этот учебник всегда использовался, часто использовался, наверное, еще используется именно в университетах, на подготовительных факультетах. И там такая интенсивная программа, поэтому вот в университете возможно, что вам дадут 28 глаголов за раз, но нет, мы на обычных уроках не даем 28 глаголов ни в коем случае. Вот если вы смотрели мой курс, там я даю 4 глагола движения за один раз, и это просто максимум. Да, на уроках мы даже часто даем по 2 глагола движения. Мы смотрим там на студентов, какие студенты, какая группа, и выбираем, можно дать 2 глагола движения за раз, можно 4, но не больше. Да, поэтому здесь у Нурии опыт именно как студентки университета. И она дает тебе лист с кучей квадратов, и стрелок, и кружков. И ты такая: ну, и теперь что? Будем учиться говорить по-русски геометрически? Это что, разбор искусства Кандинского? Я тогда уже знала, что... Мы надеемся, что квадраты, стрелочки и кружочки помогают студентам как-то лучше это все понять. Разбор искусства Кандинского. Да. Уже что в русском языке приставки передают нюансы и дополнительную информацию к глаголам, чтобы определить действие. Но я тогда не представляла себе, насколько они мощные. Самолет, например, сойти с трапа, самолет, прийти домой, уйти. Прекрасные примеры. Отойти от квартиры, перейти улицу, дойти до работы, пройти мимо штатов. Смотрите, разве стрелочки не помогают? Очень помогают. Зайти в комнату, зайти за деревья, а войти в дом. Вот так. Еще, например, предположим, что я, Нурия, выхожу из дома. В русском языке я могу только одним глаголом и приставки рассказать каждый этап этого маленького движения. Нурия вышла из квартиры, затем она отошла к своей квартире и пошла к лифту. Она прошла несколько метров, подошла к лифту и вошла в него. Лифт спустился вниз, и Нурия вышла из него. То есть могу рассказать каждой степени движения. Кстати, это очень хорошая практика. Вы можете двигаться, идти куда-то и как раз повторять все глаголы движения с приставками. Именно как Нурия описывает, да, на каждую маленькую деталь у нас есть отдельный глагол. И это такой удобный вид практики, когда вы как раз учите, тренируете глаголы движения с приставками. Очень рекомендую. Просто идете и думаете, что вы сейчас делаете. Ну что, по-моему, очень милое, забавное видео о глаголах движения. Думаю, что многим из вас знакомы все эти эмоции. Поэтому вот моя первая мысль, что такие видео можно смотреть не с целью узнать что-то новое, а именно поделиться эмоциями и чувствами, и переживаниями, потому что вы, как студенты, однозначно испытывали что-то похожее, когда проходили глаголы движения или любую другую тему. Поэтому такой эмоциональный, я думаю, эффект очень приятный, очень хороший, когда вы видите, что вы не один. А следующий канал, который мы будем смотреть, давайте выберем молодого человека для разнообразия.
Вот канал, называется «Ари говорит по-русски». Этот канал я никогда не смотрела. По каналу я вижу, что Ари из Голландии. И все, больше ничего сказать не могу. Не знаю, сколько лет он изучал русский язык, и как, и где, и когда. Ну, давайте выберем какое-нибудь видео. Русские блюда, продукты, русская девушка. Давайте выберем что-нибудь о языке. Вот 3 самые страшные буквы в русском алфавите. Так, дайте я угадаю. Я думаю, что это наверняка будут щ, и мягкий знак, либо твердый знак. Мягкий или твердый знак. Вот примерно так. Если там будут совершенно другие буквы, то, Ари, вы меня удивите. Что давайте посмотрим и послушаем. 3 самые страшные буквы. Привет всем! В этом видео я хочу с вами говорить о тех русских буквах, которые очень сложные были для меня в начале изучения русского языка. Но давайте начнем. Первая буква, которая очень сложно была для меня, и которая все еще представит собой сложности, это буква Ш. То есть в женщина, еще, вон там, просто Ш. Ага, вот первую букву я отгадала. И неудивительно, она вызывает трудности у всех. И вот сейчас, когда Ари произносит, я даже сомневалась, ш это или щ. И на самом деле у иностранцев часто проблема не с щ самой по себе, а с разграничением ш и щ. Вот давайте послушаем, потом я прокомментирую. Особенно в начале было сложно, потому что я вообще не понял разницу между ш, то есть это без ножки, и ш, как в девушке, и ш в женщине. Но... Ага, да, вот как раз Ари говорит о том, что не понимал разницу, да, между этими 2 буквами. Это как раз типичная проблема. И вот у Ари обе буквы звучат более похоже на ш. Например, носители английского языка чаще произносят что-то более похожее на щ. И при этом обычно иностранцы говорят, что проблема с щ, но проблема именно в разграничении этих 2 звуков и в том, чтобы услышать разницу и постараться произнести эти звуки по-разному. Наверное, сейчас я еще плохо его говорю, но только что мы с моей девушкой об этом разговаривали. Она сказала, то, что надо делать, чтобы правильно сказать эту букву. Это, когда говоришь ш в девушке, тогда надо сказать там, мой язык, например, там вот так, наверху, и там трогать вот чердак моего рта. Но, когда говоришь ш, когда говорю ш, надо делать язык вот наоборот, вот так, то есть внизу, и к нижним губам вот так делать. Ш. Все, нужно очень сильно представить мое внимание, чтобы это хорошо сказать еще, потому... Да, совершенно правильно Ари объясняет здесь фонетически. Чтобы произнести звук ш, действительно нужно поднять кончик языка наверх. Когда вы произносите щ, наверх поднимается именно серединка языка. И это трудно сделать вот просто так. Самый хороший звук-помощник здесь для вас — это звук И. Произнесите звук И прямо так напрягите артикуляцию, напрягите язык, почувствуйте, где ваш язык, вот так И. И вот также будет расположен ваш язык на щ, щи, щи. По сравнению с щ, ш как раз расслаблен, и кончик языка поднимается наверх. Ш, щ.
Надеюсь, что слышно разницу. Но у нас сегодня не урок по фонетике, поэтому давайте смотреть Далее, дальше. вторая буква, которая вначале сложно была, но сейчас я его достаточно хорошо говорю, это буква «ы». То есть я был в... Я отгадала вторую букву. Ари упоминает, что «ы» произносится в горле. Это из-за того, что язык движется назад, когда вы произносите «ы». И здесь звуки, которые вам будут помогать, это «к» и «г». Да, потому что когда вы произносите «к» и «г», как раз у вас работает задняя часть языка, которая должна работать, когда вы говорите «ы». Поэтому тренируйте так «к», «г», «к», «г». Звук там, сзади. Так, ну посмотрим, какая же буква будет на третьем месте. Третья буква, но это более как-то комбинация букв, которая иногда не получается у меня. Это комбинация, когда есть «л» и мягкий знак. Или просто, например, «л» и потом «я». Так что представлять. Лять. Л, да, действительно очень сложный звук. И если честно, я не ожидала, что Ари назовет так конкретно. Мягкий Л и твердый Л. Действительно, это самый трудный, наверное, фонетический звук для иностранцев. И об этом знают преподаватели фонетики. Об этом редко догадываются студенты. И четвертая буква, которая просто... Четвертая? А я почему-то подумала, что букв будет 3. Ну, давайте посмотрим. Просто странная буква. Я думаю, что его почти не слушается. И когда он есть, он как-то есть, но сложно понять, что это он. Я имею в виду, ну, конечно, имею в виду буква «э». То есть прям «э», а не буква «е». Эту букву я не отгадала. Интересный выбор. Обычно будет «е», но иногда в словах, как, например, «церковь», тогда слышится «э», потому что «церковь», «эрковь». Но когда смотришь, как написано слово, там всегда есть «церковь», ну, «церковь», «ерков», но не слушаю, это «е», то есть нет «церковь». Здесь, кстати, интересный фонетический момент. Церковь, да, мы пишем «е», но произносим «э». Здесь дело в согласных. Согласные «ц», «ш» и «ж» всегда твердые. Это всегда твердые звуки, и поэтому даже если вы видите «е», вы произносите «э». Церковь или шелест или жест. Да, слышите, я говорю не нужно смягчать звук. Е делает звук мягким, как, например, текст, звук Т мягкий, но жест, Ж твердый. То же самое с буквами И и И. Если вы пишете, и после Ж и Ш мы пишем И всегда, это правило орфографии, но произносим И. Например, жить, жить. Я пишу И, но произношу И, да, жить. Или пиши, пиши, ши. Пишу И, произношу И. Ну вот, прекрасное видео, очень интересно было. И да, я даже не отгадала все буквы. Последний канал на сегодня будет канал Бриннуля. Бриннуля. Вижу по каналу, что Бриннуля из США. Так, Бриннуля, видимо, любит петь. Американка поет народную песню. Но давайте выберем что-нибудь о языке. Так. Американка о непонятных русских словах. 9 странных слов. Было бы интересно предположить какие-то слова. Но могут быть какие угодно. Давайте просто посмотрим. Какие слова на русском языке самые непонятные для меня? Когда я первый раз была в России, эти слова просто никогда не слышала. Вот это интересная, кстати, тема. Давайте посмотрим. Никогда никому нет. Никто. Онлайн или в книгах, когда я изучала русский язык в университете, я никогда не слышала эти слова.
Скоро после этого я часто слышала слова «будешь». Но они использовали это как «хочешь ли ты?» Я просто... Что звучит? Каждый день чай будешь, хлеб будешь, мороженое будешь? Я как... Что? Буду что? Буду... Кстати, вы даже, когда заказываете что-то в кафе, можете сказать «я буду салат Цезарь», например. Мы обычно учим каким-то более вежливым фразам, там, «мне, пожалуйста», или «можно», или «дайте, пожалуйста». Но можно сказать «я буду» официанту. Ну а в семье, дома мы используем этот глагол очень-очень часто. «Будешь чай?» Наш любимый вопрос. Пятое слово – это кушать. Это очень важное слово. Да, кушать. Вы говорите это чаще, чем есть, по-моему. И в всех книгах, и в университете я только научилась, начала говорить кушать. Ну, кушать будешь, как бы, что? Очень-очень интересный выбор слова «кушать». Действительно. Здесь, да, у нас есть два слова, которые обозначают «есть». Это «есть» и «кушать». Но во всех книгах мы даем только глагол «есть». Дело в том, что слово «кушать» не нейтральное. Я бы сказала, что оно такое семейное, но довольно интимное, как это ни странно. То есть мы не говорим «кушать» где-то за пределами дома. Это часто студенты слышат слово «кушать», когда они как раз живут в семьях, и начинают потом активно его использовать. И вот студент приходит на урок и рассказывает, что он вчера кушал. Нет. Вот дома это звучит очень хорошо. Там «будешь кушать?» «Да, я хочу кушать». Или «давай кушать», «давай покушаем». Но как только вы выходите куда-то, выходите из этой семейной обстановки, мы сразу используем глагол «есть», такой нейтральный глагол. Не могу объяснить, это просто какое-то эмоциональное отношение у нас к этому слову. И именно поэтому слово «кушать» не печатается в книгах, просто потому что оно вызывает у нас какую-то реакцию, часто почему-то негативную, хотя ничего негативного в этом слове нет. Вокруг слова «кушать» есть много разных мифов, что это слово лакейское, то есть что его якобы использовали только слуги раньше. Но это, кстати, миф, ничем не оправданная версия. Да. В общем, если вы не знали слово «кушать», то вот Бринуля вам сегодня его подарила. Ну что вы решили? Стоит вам смотреть такие видео и такие каналы или нет? Может быть, вы уже смотрите? Расскажите мне, напишите, как вы думаете. Что я думаю сейчас, после того, как мы посмотрели 3 таких ролика? Я думаю, что, во-первых, это может быть полезно для мотивации. Особенно если вот вы учите русский язык один, у вас нет каких-то друзей, приятелей, которые тоже изучают язык вместе с вами. Это может быть приятно. Посмотреть на кого-то еще, послушать кого-то еще, понять, что у кого-то такие же эмоции, там, похожие проблемы и трудности и так далее. То есть для мотивации, я думаю, такие видео могут быть полезны. Конечно, если вы смотрите видео носителей языка, то вы можете там копировать произношение, слушать, какие слова, фразы мы используем, и брать их себе и также использовать. Здесь, конечно, вы будете смотреть уже по-другому. Я думаю, вы слышите, что их речь отличается от моей. Можно посмотреть, насколько вам сложнее их понимать. Или все абсолютно так же, все так же легко. Насколько вы слышите их акцент или не слышите. Вот можно поэкспериментировать с этим.
посмотреть и, может быть, даже услышать, как звучит ваш акцент, потому что очень часто трудно услышать свой собственный акцент, понять, над чем вам нужно поработать. И когда вы слышите речь иностранца, можно заметить какие-то моменты, которые есть и у вас. Вот такая идея. И в-третьих, как я сказала, аудитория всех этих каналов 99% или даже 100% это русские. Поэтому очень полезно для вас, я думаю, посмотреть комментарии. В комментариях вы найдете примеры такой русской разговорной речи в письменной форме. И я думаю, что если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы можете их написать в комментариях. Думаю, что зрители с удовольствием вам ответят. Это тоже еще одна идея, как можно использовать такие каналы. А что вы думаете? Если вы знаете какие-то другие каналы, если вы смотрите другие каналы, хотели бы посмотреть их вместе, пишите в комментариях. И до встречи в следующем видео. Пока!